Так, ну что, всем привет. Вновь сегодня таксую нового гостя Андрюху из проекта Gambino Sound Machine. Всем привет. А в простонародье DJ Spy, или можно без DJ? Да, как угодно. К сожалению, у нас сегодня только одна половина этого проекта. Вторая половина застряла в связи с обстоятельствами, сложившимися в Испании. Дома. Да, ну в общем нам хватит. Слушай, Андрюх, первый вопрос к тебе. Как начался твой музыкальный путь? Моя музыкальная жизнь началась с рэпа. Рэпа? Я вошел в эту индустрию как гангстер. Купил себе хип-хоп и джей, микрофон Genius такой, на стол ставится компьютерный, палочка вот эта вот. Делал минуса, как я думал, охренительные на тот момент минуса, типа... Такая программа для меня передовая была. Это был мой второй хип-хоп альбом, кстати, где я начал использовать Dance J, там 4 или что-то такое, или 5. Ну, подмешивать стили, понял? Начались эксперименты. Ну и пока мама готовила, я под стол, под компьютером, вот в этот Genius начитывал рэп-альбомы и раздавал в классе. То есть ты прям читал? Да. На русском? Да, ну, конечно. А на что это было похоже? Это был на школьный рэп 10 или 9 класса. 2004 года, записанный на хип-хоп и джей в микрофон Genius. Вот, было похоже на это. Такого, да? Потом у меня была группа, то есть это выросло в итоге. Мы выступали, мы делали тусы, рэп, R&B тусы, собирали, так сказать, неплохо. На самом-то деле выходили даже на всяких студия Союз, тогда были магазины, помнишь? Мы выходили на их сборках, мы выходили там. Мастер Спенсер был такой рэпер, если кто-то помнит, его выпускал наши треки там вместе с Децелом и на сборниках каких-то. Но тогда не было денег, чтобы купить эти диски. Я приходил в магазины, где они там по 500 рублей стоили. Так. И просто смотрел такой, да ну нахер, типа, лучше куплю пиво вместо диска своего. То есть мне никто не присылал диски промо. Такая вот история. Ну, потом, естественно, все распались. У нас было 4 человека. Кто куда, кто женился, кто наработал. А я вот решил, стану-ка диджеем. Это сколько лет назад было? Какие года? Ну, 2000... Наверное, второй год. Это вышел мой первый рэп-альбом. Тот платиновый, который все знают. Да, я закончил школу, как раз и начал пытаться быть диджеем. Но одновременно мы выступали уже куда-то, что-то ездили. То есть это все случилось в 2005 где-то, да? Да. Ну, кстати, да, прикольно. Это то же самое время, что я, наверное, начал быть прокси. Такая история, когда все играли этот головно электрохаус, спид-гараж, там что там еще было модно в 2004-м. И я пришел такой, а я буду рэп играть. Ты как бы теоретически, как я думаю, можешь скретчить. Да, я даже по фану занимался, всякие уроки Хьюберта и так далее. У меня дома скретчи пульт до сих пор стоит, винилы. Собираю винил, тренируюсь, пропагандирую Red Bull 3 Style. Ты знаешь, что компания Red Bull, конечно, как бы не для рекламы, делает очень много для культуры музыкальной, танцевальной. И у них есть хороший чемпионат по диджеингу мировой. И я с этими ребятами общаюсь, постоянно помогаю в рекламе этого мероприятия. То есть, так как я еще и арт-директор в клубе, у меня есть способы как-то пропагандировать всю эту историю. Правильный диджеинг, грубо говоря. По тому времени тогда скретч для меня был далеким, потому что то, за что я стал впервые, это ньюмарки вот эти вот, где... Та модель, которую я играл, она была без скретча, а вот следующая была со скретчем. То есть вот на вот этих вот дрянных джогах еще можно было скретчить. И еще вот этот вот прикол, были такие клубы, где ты... Я вспоминаю свою первую вечеринку, где я стал, когда весь спотел там и так далее, со своими этими R&B. Нажимаешь там вот этот эджик, ты сзади просто тебе в спину диск вставляешь. Сколько лет проекту Gambino Sound Machine? Как произошла вот эта вот трансформация? Я мутил R&B тусы, единственный на тот момент в городе, когда все диджеи мне говорили, что ты будешь играть рэп и R&B, нахер это кому нужно, потому что это движение только начиналось. Это потом там Jay-Z и Kanye West уже выпустили свои альбомы спустя 10 лет. У нас получалось быть некими опинион-лидерами в городе Дзержинском. Мы собирали вообще отличнейшие тусы до сих пор. Вот я вспоминаю, очень круто было. И звал Вовку, он жил в Нижнем, играл в Мила, я еще не играл в Мила. Это вот наш клуб Мила, просто клуб, там, с многолетней историей, где питонги были и так далее. Так, ну вот. Да, для тех, кто просто в танке. У нас даже на Казантипе в свое время был танцпол. Вовку позвал поиграть к нам, начали дружить, начали общаться. Потом так получилось, что переехал в Нижний, стал играть здесь. Дружба стала крепче, и в один момент просто мы решили, а что бы нет-то? Давай пойдем на студию, что-нибудь сделаем. Так. И начались. Первым, чем мы сделали, это был бутлег на Дипло и Метод Мэна. И что-то еще мы там подмешали, я не помню. Ну и вот решили, давай
писать музло, давай делать треки, выпускать их и что-то с этим двигаться как-то. И во что это превратилось? Но в проект Gambino Sound Machine, это быстренько превратилось в проект Gambino Sound Machine. Мы как бы быстро решили, что у нас все-таки должен быть проект, мы должны с этим выступать, выпускать треки, писать, издаваться, то есть на каких-то лейблах должно быть все официально, а не вот как раньше ты записал чего-то там, SoundCloud выложил и все. Как арт-директора и промоутеры мы понимали эту индустрию с другой стороны, с точки зрения организации. А вот как продюсеры мы были максимальные новички, как бы я не скажу, что мы сейчас суперпрофессионалы, но тогда мы не понимали вообще ни хрена. Мы сдать первый трек для нас было это типа вау. Ну, как и для всех, наверное, потому что каждый путь должен как-то начинаться, да? Gambino Sound Machine. Как вы пришли к этому названию? Ну, вообще? Это придумал Вован, я поддержал. Мы очень долго думали, как обычно это бывает, когда ты сдаешься целью придумать название чему-либо, проекту или треку, не знаю, у тебя ни хрена ничего не получается. И в один момент Вован там, находясь в отличном настроении, подумал, что есть такой оборот Sound Machine, ну, много проектов классических, причем с нифиговой музыкой, называется Sound чего-то там, Sound Machine. Но мы решили, раз это классический оборот, давайте его тоже заюзаем, вроде бы стильно, классно. А Gambino — это итальянская мафия. И наверное, самый известный клан, самый большой клан итальянской мафии — Джон Готти. Кино с Траволтой есть даже. Итальянская мафия, но не в Америке. Это мафия, вот когда 5 семей, это все, вот как бы они там стали самой крупной. Они не самая первая, но самая крупная в итоге. Ну, мы же рэперы. Гангстеры. Ну, понял, мы должны быть мафией. Мы не та мафия, которая вок танцует. Да, слушай, а как вот, кстати, ты опишешь звучание вашего проекта? Мне вообще это делать очень сложно, потому что мы, будучи диджеями, мы изначально пропагандировали стиль мэшап. Но мэшап не в том виде, в котором привыкли его видеть обычные клубы провинций, потому что для всех мэшап это ВВВ Ленинград, после трек Прокси, а потом Волок, мэшап Санта-Лючии какой-нибудь. Нет, мы мэшапы именно правильные, с хорошим узлом, пережитым там года. За меломанией, в общем, топим из-за качества сведения. И поэтому очень много треков, которые тебе нравятся, и ты пытаешься из этого жанра что-то взять, что-то из этого жанра взять. То есть у нас были и мумбатон какие-то. Мы всегда любили хип-хоп и фьючер-бейс. Но получалось так, что пуэрториканские биты заходили и фьючер-бейсовские звучки, и в целом какая-то, наверное, хип-хоп-бейс музыка, вот так вот я, наверное, характеризую. Но я до сих пор нахожусь в поиске, я не понимаю своего звучания полностью, но ребята, которые, с кем я там работал, типа я им включаю демки, они такие: о, виден стиль Gambino. То есть, судя по всему, стилек какой-то нарисовывается. Ты чисто морально вдохновляешься чем-то из других жанров. То есть не тупо долблю бейс-хаус или там что там, трэп. Просто ты как бы делаешь музыку, вот прет тебя вот это вот, ты делаешь. А какой-то кор у этого есть? Ну, наверное, сейчас это можно назвать мид-темпо, когда ты помнишь вот эта вот вся волна трэп-музыки, когда вот начиналось несколько лет 5-6 назад, да, и вот появился такой жанр, который тогда все в диджее почему-то называли тверк, но хотя это не музыкальный жанр, но это, грубо говоря, получалось мид-темпо, 100-110 ударов в минуту, тоже там те же инструменты, только из трэпа, и там какие-нибудь пуэрториканские вот эти вот мумбатон биты, и получалось вот такое нечто похожее на сегодняшнее мид-темпо. Такой нам жанр нравился. И плюс ко всему в ямы мы пытались запихнуть либо рэп, либо что-то от черной музыки. Ну, кстати, да, на самом деле несколько треков, которые я слышал у тебя, они почему-то напоминали мне именно мумбатон. Мне нравится вся вот эта вот этническая, ориентальная, там у нас и Индию мы подмешивали, и какие-то бразильские мотивы, чего только не было. Мне вот нравится народное звучание, и переводить его в электронную бейс-музыку какую-то. Ну, то есть сэмплирование никуда не ушло, то есть хип-хоп же изначально это сэмплы. Конечно. И мы до сих пор пропагандируем сэмплирование, подмешиваем синтов, жирный бас и так далее. Народное, а что-то русское народное используется? Да, кстати, у нас был первый трек, который мы сделали, он официально не вышел, потому что мы там засэмплировали Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Вы можете его найти ВКонтакте у нас в группе, называется он Шурма. Мы засэмплировали Шурика. Ну, то есть саундтрек из переключения Шурика. Я просто сделали из него там лютый мумбатон такой, и он... Русское олдскульное кино, да, я понял. Теперь сложный вопрос.
Логарифм. Самый сложный вопрос из всех, которые я всем задаю. Слушай, я на самом деле его задаю, потому что ко мне как-то приехали люди и хотели снять, небольшое такое кинишко обо мне, на 6 минут. Но снимали очень... Для взрослых? На 6 минут всего. 6 минут, слушай, как успеть за 6 минут? Там обычно 20-минутные стандарты, да, у нас. В общем, по итогу получилось 6-минутное кино, и оно так и называлось What is my message? Типа того. И мне что-то так это въелось в голову, что я решил каждого, кого я таксую тут, потроллить с этим вопросом. Как у Дудя, сколько ты зарабатываешь? Так вот, какой месседж у твоей /вашей музыки? Несет ли он какой-то месседж? Если несет, то какой? И вообще, должна ли музыка нести месседж, в твоем понимании? У меня, наверное, у нас с Вованом я назову это не музыкальный месседж, а месседж в целом, как персонажа музыкальной индустрии, как диджея в коллаборации с промоутером и продюсером. То есть месседж это... Диджеинг должен быть правильный. Почему я респектую диджей Снейка? Потому что он играет с винил, пусть это TVS, но все-таки это тайм-коды, это все-таки почти винил. Диджей должен быть именно диджеем, продюсер должен быть именно продюсером, и пропагандировать должен классную музыку. Не нужно поддаваться каким-то, может быть, трендам и нужно каким-то поддаваться отчасти, но не нужно делать контент. Нужно делать музыку и вкладывать в эту душу. То есть ты делаешь музыку, ты вкладываешь в нее душу. Ты делаешь вечеринку, тоже должен включить в нее душу и сделать это правильно. Ты должен пропагандировать какое-то правильное движение. Даже если это коммерческий трек и, так скажем, попса, который ты написал, это должен быть максимально вкусный трек и качественно сделанный, чтобы не было такого зашквара, как там современной российской поп-эстрады. Потому что же много треков, которые, может быть, ему нравятся, но, для большинства-то это, продюсеров особенно, это же такой лютый зашквар. Нести какую-то правду, я не знаю, быть настоящим. Это как у Дудя, да, вообще вопрос, в чем сила, да? Все говорят правде. Как в кино, значит, смотрелись. Когда мы рэперами были все, stay true такой у нас был лозунг. Я придерживаюсь его до сих пор. Диджеинг ты должен быть stay true. Продюсер тоже stay true. Философский немного вопрос. А что для тебя есть вообще музыка? Это моя жизнь. Я просто не вижу себя без музыки абсолютно. Если завтра выключит кто-то музыку, так, я даже не знаю, что я буду делать. Наверное, играть в Mortal Kombat с кашелем онлайн. Но нужно понимать, что мы живем во времена контента. Ты должен подкреплять то, что ты делаешь контентом. Это мы все понимаем, конечно же. Но музыка твоя не должна быть контентом. Да, мне однажды сказал один товарищ, он был арт-директор Мила раньше, 100 лет назад, и он, когда я только начинал свою карьеру промоутера, там, где движуха, там и бабки, там и все остальное. Так. То есть изначально все ради движухи, то есть музыкальной движухи имеется в виду. А есть же много всяких диджеев, продюсеров, которые делают музыку ради бабок, скажем так, популярности, ради чего-то такого, которого приходит у натуральных музыкантов рано или поздно, да? Но они делают это изначально. Где движуха, там и бабки. То есть должно все делаться ради музыки, ради движухи. Потому что, все люди, которым я респектую, которые чего-то добились в музыкальной индустрии мировой, они изначально делали это не ради бабок, а ради того, что их перло. Сейчас время-то поменялось немного. Ну и что? Что это время дало нам? Всяких Моргенштернов? Всего этого? Кого-то... Пошли не нахуй. Музыку стало писать легко. Довольно-таки легко. Да? Поэтому ее вообще очень много, и вкус у людей поменялся, у молодежи особенно. Неужели мы такими же были, когда там слушали свой русский рэп там в 98-м? Вован занимался здесь, когда жил. Он ездил в Москву, на Рэп Рекордс, еще куда-то, менялся, записывал кассеты, а здесь их продавал. Вся музыка, на которой ты рос в голове, те люди, которые растут сейчас на музыке, она у них в телефоне. В аккаунтах, в облаке, где там все это. В моем окружении за музыку всегда предъявляли, скинхеды предъявляли рэперам, гопники этим рокерам, которые там слушали Короля и Шута и чего там, Металлику Все друг другу что-то за что-то предъявляли. И существовал такой тип людей, я не знаю, может быть, это только у меня в Дзержинске, пионеры их называли. Все люди, которые слушают все подряд и вообще не относятся ни к какой музыкальной культуре. Люди всегда слушали музыку, даже если
тебе плевать на музыку, ты всегда едешь в машине, включаешь музыку, ты всегда слушаешь радио, где-то там в плеере, у тебя всегда есть какой-то музыкальный контент обязательно. Вопрос в том, насколько ты в это углублен, насколько у тебя развит вкус. То есть это мы там что-то пытаемся развить себе с точки зрения вкуса, с точки зрения истории музыкальной, но мы углубляемся в эту историю. Есть люди-меломаны, которые углубляются, есть люди, которые просто слушают определенных исполнителей, им это реально кайфует от этого, их это прет. А есть типы, которые просто вот слушают, музыка, которые переключают треки, но им плевать, как бы, они будут слушать музыку всегда, они будут ходить в клубы, там, бухать, танцевать, потому что им плевать, под что это делать, но они как бы будут это слушать. Наша задача продолжать делать музыку, мы можем только совершенствовать их музыкальный вкус и отношение к музыке таких людей. Что ты можешь посоветовать начинающим продюсерам, музыкантам, диджеям и так далее, чтобы прийти к какому-то успеху, к которому они там идут или хотят прийти? В общем, кем надо быть? Достаточно ли быть просто музыкантом и просто писать музыку и ее как-то складывать или нет? Но зависит все от твоих финансов, от твоих возможностей, потому что в данный момент времени ты должен быть абсолютно всем, ты должен уметь таргетировать, то есть ты должен владеть этим, хотя бы какие-то основные азы, ты должен владеть, естественно, в звукоинженерии какой-то, чтобы делать себе музыкальные подложки под сторис, ты должен, соответственно, владеть Final Cut, Adobe Premiere, какие-то азы, чтобы делать, потому что первое время ты будешь делать все это сам, но либо ты кому-то должен платить, ты должен работать над своим имиджем, должен понимать, что ты проект, за проектом обычно стоят много людей, и первое время эта команда только ты. Но самое главное, что я хочу сказать, если вам там по 15 лет и вы пытаетесь заняться музыкой, не терять время на пиво в подъездах, на сигареты с девчонками там и на какие-то вещи. На просирание жизни, в общем. На компьютерные игры. Я столько времени, просрал. Если бы я сидел тогда на Fruity Loop, сейчас бы я гораздо, мне кажется, качественнее и быстрее музло бы делал, учитывая, что у меня нет образования. И идите в музыкальную школу обязательно вообще. То есть все-таки музыкальная школа расширяет, да? Музыкальная школа, она прививает любовь к музыке в целом. То есть даже не нужно противиться тому, что меня там заставляют слушать там классическую музыку или что это за говно, как бы. Но музыкальная школа должна быть, она научит тебя нотной грамоте, слуху, ритмике, и этого мне сейчас очень сильно не хватает, потому что, чтобы подобрать ноты, это такой квест обычно. Ну да, у меня то же самое, да. И не нужно думать, вот там, прокси, ни хера не знает, в нотной грамоте, там на Коачелле отыграл. Не нужно так думать, нужно работать и совершенствовать, нужно быть лучше, чем прокси, значит. Ну да, такое тоже может быть, потому что Битлз такими были. Но в то время просто не было особо возможности. Понятно. Как-то... Но мы не знаем, что будет через 10 лет. Вдруг там баритон будет, нажал кнопку, а у тебя там до минор, там... Конечно, да. По две руки. То есть все технологии, все развивается, и возрастной порог уменьшается, да, и то есть все больше и больше молодых сейчас много людей, чем делать. Стрелять прям. Было такое время, когда люди реально сфокусировались на делании контента онли и забыли, что такое качество, что такое вообще вера в музыку, потому что мы всегда смотрим в прошлое и говорим, раньше музон был хороший, а сейчас музон хрен знает что. Может быть, мы растем, а может быть, действительно так происходит, что люди раньше старались над написанием каждого трека, а сейчас из-за доступности, может быть, это все скатилось туда, что, ты бам, готов трек. Конечно, ты вспомни, как Децл, Легалайз писал текста, там, Влад Валов, великий продюсер, считаю, для хип-хоп индустрии в России. Да. Как они Stop Pro лейбл у них в свое время стрелял, где у них была самая большая база сэмплов в России. Первая школа диджеинга, то есть они вообще отличной пропагандой всего этого занимались, и это было все круто, и реально с душой, и с точки зрения продюсинга это было максимально круто на тот момент. А что сейчас это просто прям штамповка какая-то идет постоянно. Да. Выросла продуктивность, но упало качество. Сейчас то самое время, когда будем сидеть в студиях и работать над качеством. Ты согласен? Конечно. Супер вообще. Круто. С вами были Прокси и Андрей, одна половина из проекта Gambino Sound Machine, a.k.a. DJ Spy. Все, подписываемся на канал, ставим лайки.
колокольчик, там всю херню. Так себе блогер. Репосты, комменты, да, все делаем. Донаты прикрутишь? Так, я не туда поехал. Ну ладно. Пофигу. Все, всем писуха, пока-пока. Все, счастливо.